Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. Видим, наши соцветия через день-два зацветут, и при наступлении благоприятных погодных условиях мы получим хорошие грозди. В данном случае для снятия данного видеоролика меня подтолкнуло очень часто задаваемых вопросов, почему наш кишмиш аватар американской селекции очень плохо дает урожай, очень много бесплодных побегов. Чтобы ответить на данную тему, я решил снять данный видеоролик и рассказать и раскрыть данную тему более поподробнее. То, что мы видим, данные соцветия, это результат прошлогодних трудов. Это результат закладки соцветий в зимующие почки в прошлом году. Наши зеленые побеги имеют в основном две функции. Одна из основных функций — это ростовые процессы и генеративные. То есть она кормит урожай этого года, также в ней идет закладка соцветий урожая следующего года. Так вот, если мы в этом году чрезмерно поливаем наши виноградные кусты, также чрезмерно вносим азотные удобрения, очень большая загущенность, плохая освещенность, то в наших виноградных побегах ростовые процессы преобладают над генеративными, то есть побег получается жирующим. В таких побегах вовсе прекращается закладка соцветий на урожае следующего года, то есть наши почки будут бесплодными. Если взять наши побеги, то можно различить три основные почки. Это пазушные почки, зимующие почки и спящие почки. Давайте я подойду к побегу и на примере одного из побегов расскажу о каждой почке. На примере данного побега я хочу рассказать о трех видах почек, которые существуют. Это пазушные почки, зимующие почки и спящие почки. Давайте посмотрим у верхушки нашего побега. Да, здесь видим пазушная почка, и также самое присутствует зимующая почка. Я на экран сейчас выведу, вы увидите пазушную почку. Сейчас стрелочкой покажу. Вот она, пазушная почка, а здесь у основания видим зимующую почку. Так вот, пазушная почка не имеет периода покоя. Она сразу развивается и трогается в рост. Из нее формируется такой побег, который мы называем пасынком. Да? Здесь он получается вот побег, который развивается из пазушной почки. У основания пазушной почки, да, или пасынка и листа находится зимующая почка. Зимующая почка имеет период покоя. Она в течение всего вегетативного сезона увеличивается в размере. Идет там закладка соцветий. Я сейчас выведу в разрезе нашу зимующую почку, которая в течение всего вегетативного сезона развивается, увеличивается в размере и формируется из нее глазок. В этом глазке существует и присутствует как основная почка, центральная почка называемая, и замещающие почки. В этих почках уже формируются все генеративные органы будущего побега. То есть там уже формируются и листья, и, скажем так, соцветия. То есть здесь ярко видно, в центральной почке идет закладка соцветий, урожай следующего года. Так вот, создавая оптимальные условия для закладки соцветий на будущий год, мы можем влиять на урожай следующего года. Проводили очень интересный эксперимент. В данном случае оставляли пасынки, не проводили никаких манипуляций и взяли результат за 100%. То есть проводили наблюдение на протяжении 3 лет, и урожай получился, условно говоря, 100%. Во втором варианте все пасынки обламывали, не оставляли никаких пасынков, и урожай на протяжении 3 лет получился 70%. В третьем варианте оставляли пасынок, на пасынке оставляли 1-2 листочка и делали прищипку. В этом варианте урожайность составила 130%. Так за счет чего же урожайность повысилась? А все из-за того, что
наш пасынковый побег, то есть листья на наших пасынках, очень активно питает наши зимующие почки. То есть она благоприятно влияет на закладку соцветий, на урожай следующего года. То есть пасынки выполняют очень важную формировку. При зеленых операциях мы должны проводить пасынкование, оставляя 1-2 листочка, мы должны его прищипывать. Это все будет в зависимости от загущенности вашего куста. То есть, если побеги очень часто расположены, значит оставляйте 1 листочек и прищипывайте. Так вот, от начала закладки наших зимующих почек до начала закладки соцветий на следующий год проходит примерно 25 дней. И активная закладка соцветий, урожай следующего года, приходится на период цветения. Но, повторяюсь, рост и дифференциация закладки соцветий, урожай следующего года проходит на протяжении всего вегетативного периода. Это то, что касается зимующей почки. Весной в следующем году, если по какой-то из причин наши почки, зимующие почки, не проснутся и останутся в спящем состоянии, они постепенно, наш побег однолетний превращается в многолетний штамм, и спящая почка находится в этом штамбе. При наступлении неблагоприятных условий, если зима, вымерзает надземная часть или нарушается баланс между надземной и подземной частью, когда вы спиливаете на черную голову или по какой-то иной причине мы хотим сформировать новый куст, да, то в этом случае распускаются именно спящие почки. Используя спящие почки, также получается сформировать новый куст. Это все, что я хотел сегодня рассказать. Всем пока, до новых видео.